Все уже устали. Предлагаю посмотреть фабрику. Но не смог я уже выдержать на переговорах. Зачем обманывать? Ну, фабрика, которая поставляет двигатели, признает свою ошибку, признает, что это дефект, это бракованный мотор. Но фабрика, которая продает кровати, говорит: нет, мы будем думать, мы будем заниматься этим вопросом более глубоко, более детально и так далее. Китай. Пойдем, зайдем на их маленькое очень производство тоже. Говорят, мы делаем 3000 единиц в месяц. Ну, явно обманывают, здесь людей даже столько нету. Вот, смотрите. Вот один человек работает, еле-еле дышит. Второй там что-то мух отгоняет, ну, от пыли, видимо. Посмотрите, какой срач здесь. Здесь что-то происходит, вот. Людей нету. Станок стоит, запах краски. Идем дальше. Это у них и склад готовой продукции, и здесь и упаковка происходит, здесь что-то вот они собирают какие-то корпуса, видимо, вот вытирают, натирают от пыли. В прошлый раз, кстати, проверяли, и плохо они вытирают. На продукте есть царапины, есть пыль, грязь. Ну какие здесь 3000 кроватей в месяц? Здесь, может быть, кроватей 300. Ощущение, что люди работают в свое удовольствие, то есть спокойно, не спеша. Знаете, так работают у нас. Китайцы работают очень быстро, от звонка до звонка, потому что это фабрика. Но что-то здесь вот не хватает сильного такого начальника производства. Для примера, 60 кроватей — это один контейнер, 20-футовый, по-моему. То есть, если это будет 600 кроватей, то это будет 10 контейнеров, да? А 3000 это будет 50 контейнеров. Вы видите, где здесь можно хранить 50 контейнеров в месяц? Я нет. Понимаете, я не первый раз перевожу, не первый год. И... Ой, какой маленький красивый щеночек. Наверное, где-то есть мама. Вот еще один, давайте снимем. Отвлечемся от работы немножко. Так. Вот где радость. Нафиг этот бизнес и так далее. Давайте лучше насладимся вот тем, что мы видим. Солнце, животные, вкусная еда. Знаете, наверное, если бы это были мои первые переводы, я бы растерялся и принимал бы все за правду, за чистую монету. Но когда уже переводишь 5 лет, я видел очень разные фабрики, разных клиентов, разные ситуации. Наверное, я думаю, что уже можно писать какие-то мемуары. Шутку, конечно. Но обычно проблемы одни и те же. Это либо брак, либо недостача, либо задержка поставки и так далее. Вот задача переводчика – помогать клиенту решать такие вопросы. Они производят бесщеточные моторы, то есть моторы, в которых нет щеток. Нет, он говорит, потом обсудим этот вопрос. Сейчас не надо обсудить. Потом обсудим. Это да. Потом обсудим этот вопрос. Потом она будет обсуждать посредством слова. Она хочет сказать посредством слова. Хочет сохранить лицо директор фабрики. Они будут искать самые подходящие корректоры и подходящие щетки, и потом они будут установить на моторы, потом посылать вам самые хорошие. Леш, ну они сказали, что они не знают, как решить эту проблему. Они будут думать только об этом. Они еще сами не знают, ни она, ни они не знают.
Может быть, мы у них напрямую спросим, что они по этому поводу думают. Есть ли вообще решение этой проблемы или нет? Правильно ли я понял, что она заменит 230 двигателей на двигатели с улучшенными характеристиками, которые не будут ломаться? Понял. Либо завтра мы будем с ней говорить о другом решении. Что мы делать сейчас будем? Бесплатно. 现在的话，它其实上 Бесплатно. 北车一样 Бесплатно. 马达就是会给它换成 Она не отвечает. Она говорит, что мы сегодня вообще занимались другими вопросами. Мы сегодня просто искали проблему. 其他的方案， Просто мы искали... 要明天再 искали... 说其他的事情，今天解决马达 Спроси 的 у 事情。 того, спроси, он же инженер Значит, фабрики. сегодня мы только обсуждать вопрос о моторе. Конечно, потом они будут заменять моторы, ваши моторы на моторы хорошие характеристики. Но другой вариант, они будут, она будет Искать. обсуждать завтра. Вы будете обсуждать другой вариант, целый, может быть, целый вариант. Ну, то есть вода. Да. Леш, пока вот Да, здесь, вода. здесь инженеры, ты, вот смотри, у тебя кровати остались, я бы у них спросил, что тебе делать с этими кроватями, потому что она здесь, а ты с кроватями там. Ты вот, они специалисты, спроси, что ты можешь сейчас делать, пока будут решения, пока там моторы, пока якоря, пока разработка. Новый год китайский сейчас через месяц. А у тебя сейчас 230 кроватей. Вот спроси, может быть, у инженера, что тебе сейчас может сделать можно в России? Ну, собственно, ты услышал. Только у инженера. У инженера, да. 他的工程师问一下。那现在就是说，你现在俄罗斯的话有230个马达，那个230个马达怎么办呢？是这样，我来回答好吗？这个事情我来回答，我知道怎么做。他是专业的，你说你不是专业的。不是他专业，没关系，先听他说好了。我的意思那就是我想他在回复我们。补充一下嘛，他待会补充一下。他是中间人，他是做马达。他也懂的，他也是这方面。Я хочу знать, как это обслуживать теперь. 他知道怎么维修。换里面的东西，刚才他不是说换里面的东西？他要知道怎么维修。他不做马达，怎么维修？你告诉他怎么维修。现在不是之后，现在。换里面很不现实，很麻烦，而且换不好。我们就是对，寄给他一个，所以没办法，现在我们就直接寄这个给他。所以没办法维修。修没法修马达修是可以修，但是我觉得你们修这个比较麻烦，修起来比较麻烦嘛。还是直接用这个机器来替换。Он говорит, что заменять что-то внутри это очень проблемно, очень хлопотно. Это говорит, надо менять мотор. Решение одно, менять мотор. Обслуживание очень проблемное. Тогда, короче говоря, мы завтра будем разговаривать с ним.所以明天хорошо,明天我们 Нам не надо ничего выяснять. Мы уже все выяснили. Он сказал, что это брак. 你现在已经讲了，你这个是有问题的，是吧？你这个马达是有问题。 Что еще нужно выяснять? 那你现在还需要再解释什么东西呢？ Я такой, я сюда пришел не для того, чтобы мы поговорили. Я пришел сюда за решением. Мы определили, что это брак. Теперь мне нужно решение. Что мне нужно делать? У него есть моторы, которые мне нужны. не бракованные. Не бракованные. Я хочу их. 就是说，现在我们已经来了以后，你也已经承认了你这个马达是有问题的，是吧？可以说，那现在我的这边这个问题要怎么解决，是吧？那我现在。Знаете, что я не пойму? То, что у фабрики очень много сертификатов. То есть вот различные патенты, сертификаты и так далее. Вот выставки, клиенты. Даже вот мой конкурент здесь вот есть. И я не понимаю, при наличии вот действительно действующей фабрики, наличии сертификатов и так далее, возникают такие простые, такие сложности, которые можно довольно просто решить. На чем мы остановились? Инженер, который делает моторы, говорит, что это бракованный мотор и нужно поставить новые моторы. Завтра, говорит, фабрика говорит, завтра, все будет завтра. Давайте дождемся завтрака. Так, это у нас какие-то массажные такие штуки. Проектора. Проблема в том, что они разного цвета. Белый,
Ну, оттенок, да, отличается. Это серый. Просили, чтобы какого-то одного оттенка, то есть неважно какого, то есть либо вот такого, либо такого. Ну вот факт опять налицо. 3 месяца назад такая же была проблема. Фабрика сказала, конечно, мы заменим. Мы все сделаем, как по вашим требованиям. Вот, видимо, нас был плохой переводчик, видимо, в прошлый раз. Я не видел своими глазами людей, которые бы инспектировали здесь что-то до того, как я приехал. Вот. И я приезжаю сюда за $2500, как бы. Я такой вот твой менеджер, я проверяю все, потом при мне они все переделывают. Я проверяю еще раз, и они переделывают то, что они переделали. Вот, и в результате получается такая ситуация, что как бы, ну, я твой нанятый сотрудник, а ты как бы, ну, там, в свое время где-то отдыхаешь. Короче, мы приезжаем, клиент приезжает 3-й раз, и мы сами проводим инспекцию, сами говорим, здесь не так, здесь не то, здесь не это, здесь не это. И хотим, чтобы они сами это делали, чтобы они научились, чтобы они вылезали свой товар. Тогда у них и продажи будут лучше, и мы будем довольны, и мы будем там с ними пить китайскую водку и так далее. А вместо этого мы вот выясняем отношения, мы бегаем и говорим, здесь у вас цвет не тот, здесь у вас каретка не двигается, здесь у вас там пульт не работает, здесь у вас пульт не пищит вообще. Почему фабрика не заинтересована? Мы хотим это узнать, но пока нам говорят, что мы над этим работаем, мы решаем эти проблемы. Плохо это мой заказ? 哦，没有，这是我们的工 Это 装 что，такое? 这是我们的工装，不是床。这不是床， Это не кровать, это не кровать. А что это? 这是什么东西？这是我们敲这个喇叭口的一个工装，这是个模具。模具。啊，это только Пресс-форм, это модель, чтобы, видимо, разглаживать для... материи. Хорошо, я пойду сменю нижнее белье. Особый вид маркировки. Значит, не работает или работает плохо? Значит, работает, но плохо. А если плохо работает, значит не работает. Так, где их делали? Вот так вот клиент ходит, сам улучшает свой товар, сам инспектирует, дорабатывает, а патенты получает другой. Патенты получает фабрика. Это можно уже упаковывать, там спрашивают эти кровати? Все, что выключено, да. И даже по-другому, короче, везде, где зачеркнуто все. Да. Китайские менеджеры очень любят тоже обедать. Они понимают, что клиент приехал, нужно поставить большую-большую поляну. И на деньги фабрики менеджеры тоже как бы радуются.